Семья Ульяновых. Ольга Ульянова. Продолжение. На зиму Ульяновы переехали в Алакаевку, в Самару, после Казани, где были университет, театр. Самара выглядела захолустной, особенно непривлекательной. Ульяновы после долгих поисков квартиры поселились на восточной окраине города. Район этот был неблагоустроенный, узенькие тротуары, редкие керосиновые фонари. Улица не мощена, изрыта колесами, дождями и свиньями. Недреманное жандармское око продолжало и тут неусыпно следить за Ульяновыми. Оно только расширило сферу своих наблюдений, поднадзорными стали и младшие члены семьи. Самая младшая в семье, Мария, готовилась к поступлению в Самарскую гимназию. По всем предметам с ней занималась Ольга Ильинична, имевшая уже некоторый педагогический опыт в Казани. Она давала уроки 11-летней девочке. В одном из писем к Саше Щербо она делится впечатлениями о своей ученице и рассказывает, какие коварные вопросы та ей задает. Недавно как-то за уроком она вдруг спрашивает меня: «А кто это дьявол? Как это тебе нравится?» Тщательно, настойчиво занималась Ольга Ильинична и сестренкой. Давала урок Мане, занималась с Маней и Митей. Занималась с Маней утром и вечером. Пестрят записи в ее дневнике. Ольга Ильинична хорошо подготовила сестру, и осенью 1889 года та поступила во 2 класс Самарской гимназии. Окончание полного гимназического курса с золотой медалью давало Ольге Ильиничне право занять место учительницы, и она подала прошение в Самарскую городскую думу. Категорический отказ, который она получила, сильно ее огорчил. В письме подруге в Симбирске Ольга писала, что потерпела неудачу, ибо было нужно нечто посущественнее золотой медали, а именно протекция, чего у нее не оказалось. Стремление Ольги стать учительницей не было случайным. Она высоко ценила эту сферу деятельности. Тут сказалась прежде всего наследственная ульяновская черта. В семье высоко ценили просветительскую деятельность, преклонялись перед жизненным подвигом народного учителя. Когда Саша Щербо написала ей, что их одноклассница Маркова получила место учительницы французского языка в гимназии, Ольга Ильинична отвечает: «Я не позавидую Марковой, хотя она получит хорошее место, будет получать большое жалование и будет хорошо принята в обществе. Мне гораздо более симпатична должность учительницы народной школы. Эта работа тем особенно привлекательна, что учительница видит своих учеников не раза 3 по часу в неделю, а каждый день, и, следовательно, кроме науки, может сказать им живое слово». Это высказывание удивительно перекликается с мыслями Ульянова. Ведь Илья Николаевич держался именно того мнения, что в народной школе учительница не только выполняет очень нужную функцию учения ребят, но и, что еще важнее, их гражданского и нравственного воспитания. Раздумывая над тем, что Маркова получила место в гимназии, Ольга пишет: «По-моему, завидна доля того человека, который приносит действительную пользу из желания приносить ее. А это занятие французским языком скорее развлечение, чем действительная польза. Девушки учат спряжение, главным образом за тем, чтобы уметь сказать в обществе несколько слов по-французски. Марковой и в голову не приходят подобные глупые суждения. Она ведь человек практически. С нескрываемой иронией замечает Ольга. Она полна ненависти к мещанскому укладу, презрения к житейской выгоде, к погоне за житейскими благами. Ей абсолютно чуждые люди,
подобные Марковой. «Я ее не люблю», – писала она, – «именно за полное отсутствие идеальности». То есть стремление к лучшему не с материальной, а нравственной точки зрения. Нравственная точка зрения всегда была характерна для Ольги Ильиничны Ульяновой. В этом плане интересен спор, который разгорелся между подругами вокруг произведений писателя Болеслава Маркевича. Болеслав Маркевич 1822-1884, ныне забыт. Имя его мало говорит современному читателю. Этот плодовитый писатель и публицист, псевдоним, иногородный обыватель, был представителем крайней реакции, зубр феодальной аристократии по образному определению Луначарского. Верный охранитель самодержавия и крепостнического строя. Маркевич не гнушался выступить и в роли прямого доносчика. Романы Маркевича были гнусным, отвратительным поклепом на молодое поколение. Главный революционер, волк. Представление автора – личность, долженствующая иметь нечто общее с Желябовым. На самом деле это законченный негодяй, грязный циник. Его поступки и рассуждения под стать оголтелому уголовному преступнику. Он активно действующее лицо в романе «Бездна», о котором Ольга писала кратко, но выразительно. Противная бездна, в ней действительно бездна чепухи. Она пишет беспощадную критику и на роман «Четверть века назад». Какой сюжет у Маркевича? Четверти века назад. Ну, разумеется, картина русской жизни и нравов за 25 лет описывает Маркевич. Только одну блестящую аристократию простых смертных не допускается в его произведениях. Они недостойны его пера. Издевается Ольга Ильинична над автором. Какую же жизнь ведет эта аристократия? Исполняет Гамлета на домашнем спектакле, дает вечера, обеды, с презрением пишет девушка, играет в любовь, как в карты. Примером служит ваш любимец Асанин, торгует собой, как, например, Ольга Ельпидифовна. И, наконец, умирает от любви, как, например, княжна Лина и князь Ларион. У Ольги Ильиничны острое критическое перо, но она не мажет всех персонажей одной черной краской. Так она пишет, что княжну Лину нельзя ставить наряду с другими. Это кроткое, чистое, но слабое сознание не от мира сего, и понятно, что она умирает в этой гнилой среде после безуспешной попытки вырваться из нее, выйдя замуж за Гундарова. Охранительная критика, потребу которой творил Маркевич, подмала на щит Гундарова, как положительного героя, которого она ставила в ряд с героями произведений Льва Толстого. Но Ольга Ульянова очень убедительно развенчивает его. Она пишет: «Ну, позвольте, что нашла бы княжна Лина в Гундарове? Что делает этот идеальный Гундаров? Играет Гамлета? Это прежде всего, но жить в доме Аглаи, который он презирает, наслаждаться роскошью, приобретенной нечестно, этого не сделать идеально честному человеку, каким хотел Маркевич сделать Гундарова». Эти слова относятся не только к литературному герою, они являются выражением и принципиальной жизненной позиции автора письма. Быть идеально честным человеком – это стремление всех молодых Ульяновых. Предвидя, что Александра Щербо не во всем согласится с ней, Ольга пишет: «Ты возразишь мне, что после смерти Лины Гундаров занимался освобождением крестьян. Да, вот оно тут, кстати, подвернулось, освобождение-то, а когда крестьян освободили, что же тогда делал Гундаров? У Маркевича помянуто, что он что-то такое делал в либеральном духе, но что же именно, я не могла взять в толк.
Ирония этих слов попадает не в бровь, а в глаз, потому что на самом деле Гундаров являлся представителем поместного дворянства, которое всегда готово было покориться центральной власти. Гундаров в романе произносит пламенную речь в защиту царя и самодержавия. Лина со своей чистотой, идеальной любовью и бескорыстием, презиравшая сплетни и никчемный образ жизни светской жизни, стремившаяся к чему-то лучшему, одна привлекла симпатии Ольги Ульяновой. Она признается подруге, что написала княжне Лине эпитафию. Ольга Ильинична не могла равнодушно пройти мимо безвкусия и пошлости стиля Маркевича. Построение фраз у Маркевича, по-моему, не русское, и вообще в нем я не вижу совсем национальности. Восторженно, с любовью относится Ольга Ульянова к поэту Надсону. Она писала Щербу: «Знаешь стихи Надсона? Наедине, если душно тебе, чудесные стихи, я всегда твержу их, когда мне грустно». Она приводит особенно полюбившую ей строку: «Дела много, не складывай руки, это дело так громко зовет. Сколько жгучих страданий и муки, сколько слез облегчения ждет». Ольга Ильинична страстно желает подруге найти дело, чтобы вылечиться от хандры. Она сама переживала в это время душевный подъем. Исполнилось ее заветное желание. Она уезжает в Петербург учиться. Она не скрывала, что много трудностей ждет ее впереди. Но когда я подумаю о том, чего можно достигнуть, то чувствую, как будто у меня крылья вырастают. Крылья вырастают. Это не красивая аллегория, нет. Ольга понимала, что перед ней открывается широкая дорога, что она обретет подлинный смысл, настоящую цель жизни. 29 марта 1890 года Ольга Ильинична Ульянова подала прошение его происходительству господину начальнику Самарской губернии с просьбой выдать ей свидетельство о благонадежности, необходимое для поступления в высшее учебное заведение. Однако губернское начальство не решилось это сделать и запросило всесильного начальника департамента полиции Дурнова. Ольга Ульянова в Самаре всего несколько месяцев, ни в чем предосудительном и в политической неблагонадежности замечена не была, но живет вместе с сестрой Анной Елизаровой, состоящей под гласным надзором полиции, и братом Владимиром Ульяновым, состоящим под негласным надзором полиции. В ответ последовало распоряжение выдать свидетельство, что никаким делам не привлекалось, и 27 апреля 1890 года Ольга Ильинична получила свидетельство о политической благонадежности. 24 августа этого же года на имя директора высших женских курсов в Петербурге от Ольги Ульяновой поступило прошение. Желая поступить на физико-математическое отделение высших женских курсов, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о принятии меня в число слушательниц с тем, чтобы жить в интернате. Прилагаю мои документы. Первое – метрическое свидетельство. Второе – аттестат. Третье – свидетельство о благонадежности. Разрешение матери и удостоверение о материальном моем обеспечении на 4 года. И фотографические карточки представляю в самом непродолжительном времени. При прошении Ольга Ильинична указывает свой петербургский адрес, квартиру двоюродной сестры Екатерины Ивановны Веретенниковой, Песковская. Прошение Ольги Ильиничны не было принято к немедленному рассмотрению. На него была наложена резолюция.
Ожидать доставления остальных документов. 1 сентября. Канцелярия высших женских курсов получила необходимые документы, написанные матерью абитуриентки. 1. Я, ниже подписавшаяся, удостоверяю, что не имею препятствий к поступлению дочери моей Ольги Ильиничны Ульяновой на высшие женские курсы. И 2. Я, ниже подписавшаяся, удостоверяю, что имею средства для содержания дочери моей Ольги Ульяновой в интернате при высших женских курсах в продолжении 4 лет. Для тысяч и тысяч девушек в России, стремившихся к самостоятельности, мечтавших о храме науки, сопротивление родителей нередко было тем камнем преткновения, о который разбивались все мечты. А Мария Александровна Ульянова, ни минуты не колеблясь, дала согласие на то, чтобы сын и дочь учились в высших учебных заведениях. Наконец, все формальности выполнены. Ольга Ильинична Ульянова зачислена на высшие женские курсы, на физико-математическое отделение. А медицина? Ведь Ольга Ильинична стремилась учиться на медицинском факультете Гельсингфорского университета и стать врачом. Выяснилось, что для поступления в университет требуется знание еще и финского языка. И, не желая терять года, Ольга поступила на высшие женские курсы. Но, как рассказывала Анна Ильинична, Ольга не исключала мысли об отъезде за границу для получения медицинского образования. Ольге Ульяновой профессия врача была особенно дорога. В их семье слово «врач», как и слово «учитель», было синонимом беззаветного, самоотверженного служения людям. Ольга Ульянова быстро вошла в курс студенческой жизни. Лекции каждый день, 3-4. Начинаются они с 10, сообщает она родным. На первом курсе физико-математического отделения изучали следующие предметы. Общий курс математики, аналитическая геометрия, алгебранический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, астрономия, механика, физика, химия и физическая география. У нас, пишет Ольга, домой самые интересные лекции. Бекетова химия. Приборов, конечно, вполне достаточно для всевозможных опытов, и лаборант показывает и хорошо, и очень любезно объясняет все, что спрашиваем. Большое удовлетворение вызывает у нее также новый предмет – высшая алгебра, и читается хорошо. Астрономия на высших женских курсах. Преподавал академик Баклунд. Ольга увлекалась астрономией с юных лет. Еще в школьные годы она, по совету своей подруги Щербо, прочитала книгу Фламариона «Небесные светила», в которой находила бездну поэзии. Нравилась ей книга Араго «Общепонятная астрономия». В ее списке литературы в студенческие годы есть и другие книги этого автора. Популярные беседы о научных предметах, история неба, гром и молния этой книгой, бывшей в свое время большой новинкой, пользовался Илья Николаевич Ульянов. Физику на втором курсе прекрасно читал Хвольсон. На первом же курсе, пишет Ольга, физику читают плохо. Она мало слушает. Так надо будет заниматься по книгам. Когда Владимир Ильич собирался приехать в Петербург для сдачи государственного экзаменов в университете, она просит привезти ей полный курс физики Ганну. Кроме предметов, обязательных для курсисток физико-математического отделения, Ольга Ильинична посещала лекции на словесно-историческом отделении. Она спрашивает сестру Анну Ильиничну: «Кто у вас читал на первом курсе психологию?» Теперь здесь читает
Веденске. Его лекции собирают огромную аудиторию, но Ольга отзывается о них не очень одобрительно. Слишком популярна. Она сообщает, что на втором курсе Веденский читает логику, тоже весьма популярна. Час в неделю посвящался рефератам. Пока писала Ольга Ильинична, был только один – изложение и разбор одной главы из логики Милля. В целом программа занятий не удовлетворяла Ольгу Ильиничну, ибо в статусе курсов во исполнение высочайшего повеления на физико-математическом отделении не допускалось преподавание физиологии человека и животных, естественной истории и гистологии. Ольга Ульянова внимательно прислушивалась ко всем разговорам по важному и волнующему ее вопросу об открытии в будущем учебном году медицинского факультета. В связи с этим она написала матери: «Во всяком случае для меня этот год не потерян, потому что и математика, и химия для врача очень нужны. А если я в течение этого года несколько освоюсь химией, то на медицинском факультете больше будет времени для анатомии и другой науки». Марию Александровну не могло не беспокоить, как устроится юная девушка, впервые покидавшая родительский кров и вступающая в самостоятельную жизнь. Ольга Ильинична старается рассеять тревогу матери. «Милая мамочка, ты знаешь, что я на многое человек безразличный, так что ты напрасно так беспокоишься и заботишься о том, где мне жить. Обедать я буду, где бы ни жила, на курсах, где кормят хорошо и очень дешево». Ольга бережлива, непритязательна. В другом письме она сообщает домой: «Серое платье не одеваю, так как оно слишком парадно. Зато юбка совсем хороша, и хотя я ношу черное платье, но неряшливо никогда не хожу, потому что всегда чищу его щеткой и делаю некоторые улучшения». Ольга Ильинична жила в общежитии бестужевских курсов на Васильевском острове, на 10-й линии, в доме 39. Учившаяся одновременно с ней Зинаида Павловна Невзорова вспоминала: «Оля Ульянова маленькая хрупкая фигурка в очень скромном платьице, закрученным узлом черных, слегка вьющихся волос и умными небольшими, но проницательными ульяновскими глазами». Ольга, получавшая регулярно деньги от матери, не знала той нужды, которую испытывали другие курсистки, не получившие помощи из дому. Однако она тоже стремится иметь заработок, чтобы облегчить положение матери. Ольга Ильинична нашла временную работу у одного доктора. Когда работа заканчивалась, она пишет матери, что получила 8 рублей, так что я теперь богата. Она пробовала свои силы и в переводах. В архиве Ольги сохранились 2 переведенных ею рассказа известного шведского писателя Сигура «Теща» и «Слишком поздно». Но систематически заниматься переводами не удавалось. Ольга Ильинична писала матери 4 февраля 1891 года: «Книг шведских доставать негде, приходится покупать их в магазине. Стоят они дорого, а подходящего для перевода в них мало, так что теперь я уже отказываюсь от дальнейших попыток этого рода». Ольга Ильинична перевела одну научную статью с английского и сдала ее в журнал «Русское богатство». Редакция помещалась на Песках. Ольга ездила, по ее словам, в эту ужасную даль несколько раз, потеряла много времени и денег и без всякого результата. Неудача с этим переводом до известной степени характеризовала нравы тогдашней журналистики, о чем не без иронии Ольга писала сестре Анне Ильиничне. Рьяный цензор запретил бедную статью, потому что в научной статье, где трактуются о теории Дарвина, Уэллеса и Гальтона,
не отзываются о браке, как о таинстве. Вообще теперь на этот счет, то есть относительно всего касающего религии, цензура стала очень строга. Ольга Ильинична приводит слова их родственника Песковского, который острит даже, что ей-богу не пропускают. Ольга Ильинична сохраняет крепкую связь с родным домом, и забота о близких не покидает ее, с удовлетворением сообщая матери о своих разнообразных занятиях. Она замечает: жаль только, что учение это так дорого обходится, и что целую зиму не видишься с вами. Но тут уже ничего не поделаешь. Как вы выживаете, дорогая мамурочка? Читает ли тебе кто-нибудь вслух по вечерам? Спрашивает она Марию Александровну в другой раз. Ольга испытывала к матери не только глубокую дочернюю любовь, но и преклонялась перед ее душевной силой. Она с радостью выполняет просьбу матери о переснятии карточки Саши, ищет в Петербурге фотографию, которая делала бы увеличенные копии. Перед отъездом на курсы Ольга Ильинична помогла матери и в воспитании младших детей. Она любила, баловала их, на свои скромные карманные деньги покупала им лакомства. И теперь, живя в Петербурге, она не перестает интересоваться школьными успехами младшего брата, радуется, что у Мити нашелся товарищ для игр. «Что делает в свободное время моя дорогая Марусенечка?» – спрашивает Ольга Ильинична. Марусенечка, в свою очередь, платила ей нежной привязанностью. В письме, отправленном сестре вскоре после начала учебного года, 7 ноября 1890 года, она сообщает новости гимназической жизни. «У нас из французского теперь другая учительница, которая задает очень много и строго спрашивает. Из истории мы учим о Иоанне III. Учитель наш, господин Морозов, часто спросит какую-нибудь ученицу. Она начнет говорить не так, и он целый час объясняет, почему так нельзя сказать. Мария делится со старшей сестрой, и радостными событиями ей подарили Чижика. В Самару приехал зверинец, и взрослые обещают с ней сходить туда. В семье подписались в библиотеке на 4 книги. Теперь она надеется, что и у нее появятся интересные книги для чтения. Много времени отнимают у Ольги Ильиничны поиски нот для младшей сестры. Когда-то искал для нее в Петербурге ноты и посылал их в Симбирск брат Александр, а теперь она сама бродит по магазинам столицы на Васильевском, Литейном, Невском. Но всюду очень плохой выбор. Да, правда, пишет Ольга Ильинична матери. Маня теперь как раз играет так, что ей очень трудно найти хорошие вещи. От детских уже она выросла, классические вещи, как Бетховена и Моцарта. Начинать ей рано, и приходится пробавляться какой-нибудь музыкальной стряпии вроде Бейера. Она высказывает разумные соображения, как построить дальнейшие занятия. Я послала ей сегодня 3 вещицы, пусть она попробует разучить сонату Гайдна. Если ей сразу не понравится, то все же посоветую ей не бросать, потому что это такая вещь, которую надо хорошенько разучить. Ольга подробно пишет матери об имеющихся у них дома этюдах и пьесах, которые может и должна играть Маня, чтобы совершенствовать и улучшать свою игру. Советы юной Ольги серьезны и обоснованы. Ольга охотно выполняет литературные поручения своей старшей сестры и ее мужа, Елизарова. Она ходит в букинистические магазины, чтобы поискать книги на итальянском языке для Анны Ильиничны, прекрасно знавшая многие европейские языки. Анна Ильинична изучила и итальянский, перевела на русский язык известную книгу Амичиса «Школьные товарищи».
выдержавшую несколько изданий. Анна Ильинична просила сестру прислать ей итальянские книги для чтения и перевода. В одном магазине Ольга Ильинична узнает, что букинист недавно продал все итальянские книги, какие у него были. Ей очень досадно, что просьба сестры не выполнена. Она заходит в другой магазин, но и здесь ни Петрарки, ни Боккаччо не оказалось. Анна Ильинична была в редакции журнала «Детское чтение», куда Анна Ильинична направила рассказ. Она осведомляется насчет перевода сестры в журнале «Живописное обозрение». После посещения этой редакции она так описывает ее: «Господин, с которым я беседовала, достал мне из шкафа все рукописи, оказалось их самое ничтожное количество». И вообще редакция производит какое-то плачевное впечатление. Марк Тимофеевич Елизаров послал корреспонденцию в журнал «Северный вестник». Ольга Ильинична охотно соглашается узнать о ее судьбе. «Заходить в редакцию мне, конечно, не составляет труда, если не срочно. Концы здесь огромные, и приходится ходить пешком». Спустя некоторое время она пишет сестре: «Скажи Марку, что не грех бы ему написать мне, ведь я все же, хотя без пользы, ходила 3 раза в редакцию «Северный вестник». Так люблю писать из дому, что если получу одно лишнее, то буду вполне вознаграждена за это хождение, оказавшееся бесполезным». Хождение по редакциям наводит Ольгу Ильиничну на грустные размышления. В Самаре она не могла получить место учительницы, так как не имела протекции. Этот же волчий закон она видит господствует и в журналах. С горьким чувством говорит Ольга Ильинична о своих наблюдениях. Если рукопись передает редактору знакомый человек, то редактор относится совсем иначе к рукописи, то есть прочтет ее внимательно, а без родного человечка рукописи проваливаются и бездонные редакционные корзины. Ольга Ильинична очень общительна, у нее веселый добрый характер. В комнате она живет с другой курсисткой Ольгой Сергеевной Ростовцевой. Она очень хорошая девочка, но особой дружбы с ней не получилось. Зато, пишет Ольга Ильинична, я ближе познакомилась с одной словесницей 1-го курса. Она хороший человек, очень много читала и много думала, так что разговаривать интересно. Читаем с ней вместе журналы или какие-нибудь статьи. Это Ольга Константиновна Григорьева-Витмер. Впоследствии она стала марксисткой в годы революции 1905-1907 года. Ее квартира служила большевистской явкой, где бывал Владимир Ильич Ленин. Ольга Ильинична жила интересами студенческого коллектива. В письмах к ее сестре она рассказывает: на курсах устраивается читальня, предполагается вечер в пользу недостаточных слушательниц. Ольга просит мамурочку не беспокоиться, музыку она не забрасывает и даже музицирует на студенческих вечерах. Особенным успехом у нас пользуется Бетховен, замечает Ольга. В другой раз она пишет Анне Ильиничне, что на курсах был вечер с целью общения курсисток. Было очень оживленно. Началось, конечно, с прений о женском вопросе, ведь в эти годы вопрос о женском образовании, о женском труде стоял очень остро. Заметный след оставило собрание, на котором читали вслух статью «Современная французская молодежь» из февральской книжки «Русской мысли», а затем рассуждали. Ольга Ильинична не сообщает подробностей, но несомненно, что статья затронула всех за живое. Начать с того, что она, разумеется, не случайно имела подзаголовок «Посвящается русскому студенчеству». Основная аргументация автора статьи покоилась на анализе фактов социальной и литературной жизни Франции. Французский писатель
Поль Бурже в романе «Ученик» ярко запечатлел образ человека глубоко несчастного поколения. На его нравственную энергию оказали пагубное влияние события французской действительности. Прусаки, разгромившие, растоптавшие и принизившие Отечество, поражение Парижской коммуны, растленная атмосфера Второй империи с ее проституционной моралью, где брюшные аппетиты взыграли и началась оргия всяческого свинства. Роман Бурже с его отрицанием науки и научного мышления был проникнут глубоким пессимизмом, общественной инертностью и апологией индивидуализма. Главный персонаж романа Робер Галеру, по остроумному определению автора статьи, самопоклоняющийся эгоист, признающий только одно отечество в мире, одного Бога, свое собственное «я». Ольга Ульянова еще до отъезда на курсы записала в своем дневнике, что читает роман «Ле Дисклепиборс. Ученик» Поля Бурже. Этот факт сам по себе примечателен. Русский перевод романа печатался в журнале «Северный вестник», номера 4, 6, 7, 8 за 1889 год. В дневнике Ольга Ильинична все время дает название романа по-французски. Вероятно, она читала его в подлиннике. Роман вызвал во Франции многочисленные отклики, привел к ожесточенной полемике. В России роман тоже привлек к себе внимание. Его с большим интересом читал Антон Чехов. Юноши и девушки, принадлежавшие главным образом к демократической интеллигенции, искали ответ на мучительные, извечные для молодых людей вопросы: куда идти, что делать, зачем жить. Волновали эти вопросы и бестужевок, собравшихся на курсы со всех концов России. Ольга Ильиничне Ульяновой герой романа Бурже, весь строй его мыслей и чувств был абсолютно чужд, более того, враждебен. Мария Александровна с пристальным вниманием следила за жизнью дочери в столице. Она в курсе всех ее занятий, волнуется, спрашивает, как проводит дочь досуг. «Мамурочка», — отвечает ей Оля, — «я не скучаю на праздниках. Для меня они не отличаются от будней почти ничем, только на лекции не ходить. Вечер я обыкновенно сижу дома и читаю или занимаюсь. Книг здесь хороших много». В архиве Ольги Ильиничны сохранился написанный ею список книг, которые она намеревалась прочитать, изучить, проработать, что должно было способствовать выработке цельного научного мироздания. Тут серьезные книги по естествонаучным дисциплинам: «Происхождение человека» Чарльза Дарвина, «Рефлексы головного мозга» Сеченова, «Жизнь растений» Тимирязева. Ольга изучает книгу речи и статьи известного английского физика-сотрудника Фарадея, Тиндаля, классические труды, основные понятия химии Бутлерова, основания биологии Спенсера и других. Но наиболее широкие и разносторонние ее интересы относятся к гуманитарным наукам, истории, философии, политэкономии, истории литературы. В списке Ольги Ильиничны сочинения Белинского и Добролюбова творчество революционных демократов играло большую роль в ее духовной жизни. Их книги она всегда хотела иметь под рукой. Почетное место в реестрике Ольги Ильиничны занимают книги Георга Брандеса, популярного историка европейской литературы. Выписывает Ольга и книги Байрона, перед которым преклонялась. Великий английский писатель, его романтический пафос
и свободолюбие волновали все молодое поколение. Попали и в реестрик Ольги Ильиничны книги Людвига Берне и Генриха Гейне. Сохранилась тетрадь Ульяновой «Заметки о практическом преподавании русского языка», а также тетради по изучению ее иностранных языков. Большинство записей, слова, прозаические отрывки, стихи относятся к шведскому языку, которым усиленно занималась Ольга Ильинична в последний год перед поступлением на курсы. В тетрадях много выписок из стихотворений Байрона на английском языке. Привлекает внимание круг чтения по истории, намеченный Ольгой Ильиничной. Здесь и книги по истории античного мира, история Греции, крупного немецкого буржуазного историка Курциуса, комментальный труд по истории XVIII и XIX веков Шлоссера, история французской революции Карлейля и Мишле, история умственного развития в Европе Ф. Гизо, письма об Англии Блана и других. История родной страны, пути ее развития, ее будущее – вот вопросы, которыми глубоко интересовалась передовая молодежь. Неудивительно, что русские книги составляли значительный раздел литературной памятки Ольги Ульяновой. В архиве Ольги Ильиничны сохранилась и тетрадка, на которой ею написан заглавный листок, конспект лекций по русской истории Ключевского, программа по русской истории, введение, период 1, 8-12, период 2, 12-15 веков. Помимо книги Ключевского «Боярская дума в Древней Руси», в ее списке история русской жизни Забелина, общественное движение при Александре I. Пыпина, много книг, связанных с положением и историей крестьянства, книга Костомарова «Бунт Стеньки Разина», «Крестьянский вопрос в России», XVIII и первой половине XIX века, В.И. Семевского. В соответствии с общественной направленностью своих интересов Ольга Ильинична заносит список книги, связанной с историей общины. Книга Григорьева «Переселение крестьян Рязанской губ» содержала огромный статистический материал в своем труде «Развитие капитализма в России». Ленин неоднократно цитировал ее. Ольга Ильинична внимательно читает труд Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения». Она делает выписки из этой книги и на обороте одной странички помечает статьи для сравнения хода истории крестьянского вопроса у нас и в Западной Европе. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 годов. Лучицкого. Киевские университетские известия. 1878. Ольга Ильинична стремилась овладеть всем намеченным объемом знания, но не всегда она соблюдала и строгую и точную последовательность в занятиях. Так, накануне студенческих каникул во второй половине декабря 1890 года Ольга пишет брату: «Мои занятия математикой на время праздников вполне прекращаются, и занимаюсь я науками, так сказать, гуманитарными, ибо они более праздничному времени соответствуют. Читать систематически, отдав предпочтение индуктивному методу перед дедуктивным, все больше еще намереваюсь, чем читаю». Ольга рассказывает Владимиру Ильичу, что прочитала Фукидида по-немецки и находит, что он очень интересен и полезен. После этого она прочитала 2 тома русской истории с древнейших времен Соловьева и принялась за Зибера. Ольга Ильинична интересовалась и вопросами политической экономии. В ее списке литературы труды Милля, Лассаля, книги русских экономистов,
синтез учения экономической политики Иванюкова, экономическая ответственность предпринимателя Яроцкого и других. Разнообразны книги по философии, числящие в ее реестрике ряд трудов Спенсера «Мир как воля и представление», Шопенгауэра «Гениальность и помешательство», Ламбразо. Она читает книгу «Пессимизм в XIX веке» французского философа Каро, ярого борца против материализма. Для знакомства с психологией она выписывает книги Рибо «Психология внимания» и другие. Ольга Ульянова читает книги столпов народнической философии Михайловского и Лаврова. Но чтение самой разнообразной литературы по системе и без нее не было для Ольги самоцелью. Она пишет Владимиру Ильичу: «С одной стороны, надо сознаться, что книг хороших и стоящих прочтению много, то с другой стороны, и в словах Шопенгауэра есть правда, когда он говорит, что нужно меньше читать и больше думать. А думать в настоящем смысле слова гораздо труднее, чем читать. А думать необходимо, это должно было вовлечь за собой дело». Конец 80-х, начало 90-х годов, период полного идейного крушения народничества. Передовая молодежь искала революционную теорию, которая указала бы ей доблестный и благородный путь служению народу. На пути исканий была и Ольга Ульянова. Ольга писала Владимиру Ильичу: «Интересно бы поговорить по всяким вопросам, да как-то не клеится». В письме несомненно, что под словом, взятым в многозначительном кавычке, кроется что-то очень важное, что прочными нитями связывает ее с любимым братом. Важнейшим фактом идейной биологии Ольги Ильиничны является ее знакомство с теорией марксизма, с трудами основоположников научного коммунизма. Ольга Ульянова знала книгу Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Вместе с братом еще на Алакаевском хуторе читала «Нищету в философии» Карла Маркса. В Петербурге она изучала «Капитал» Карла Маркса. В ее бумагах сохранился конспект 3 главы 1 тома. Когда Владимир Ильич весной 1891 года приехал в Петербург, он часто навещал свою сестру в общежитии бестужевских женских курсов. Здесь с ним познакомилась Олина подруга Зинаида Павловна Невзорова. Она пишет в своих воспоминаниях: «Сестра страшно высоко его ценила и, по-видимому, по его советам и указаниям работала». О принадлежности Ольги к передовым студенческим кругам говорит такой факт. Весной 1891 года наиболее сознательные пролетарии Петербурга и студенческая молодежь чествовали соратника Чернышевского, знаменитого писателя и общественного деятеля, революционера-демократа Николая Васильевича Шелгунова. Среди самых теплых приветствий, посланных тяжело больному Шелгунову, было и приветствие студенток бестужевских курсов. Они горячо благодарили писателя за то, что его произведения будили общественную мысль. Они звучали как неустанное искание истины во имя любви к родине, ко всему человечеству. Это приветствие Шелгунову подписали почти 70 курсисток. Одной из первых стоит под ним подпись Ольги Ульяновой. Ольга всячески старалась помочь брату, готовившемуся сдать экстерном государственные экзамены в Петербургском университете. По его просьбе она высылала книги, курс известного русского криминалиста профессора Фойницкого, лекции профессора Каркунова «Русское государственное право». Она выполняла и другие его книжные поручения, их было так много, что она, наконец, взмолилась и просит Владимира Ильича: «Вообще напиши мне что-нибудь, только уже не о книгах, мне они просто надоесть успели, лежат у меня на полке, сколько я писала тебе и себе для памяти реестриков».
Для того, чтобы брат успешно сдал экзамены, важно было предусмотреть все организационные вопросы. И Ольга пишет матери: «Не лучше ли бы Володе написать прямо мне? У меня есть знакомые юристы. Может быть, я скорее узнаю через их». Она все выясняет четко, быстро, не задерживает ответ. «Советую Володе нашему немедленно ехать сюда, так как экзамены начинаются 4 апреля, и может выйти очень неудобно для него, если он придет позже, чем бы надо. Экзамены сдавать Володе, вероятно, нетрудно будет, то есть не особенно трудно, потому что профессора говорят, многое выпускают к экзамену из своих курсов и вообще предъявляют не слишком много требований». Из писем Ольги к матери мы узнаем некоторые подробности о пребывании Владимира Ильича в Петербурге. 1 апреля она пишет Марии Александровне: «Володю я видела 3-го дня. Была у него. Комната, которую он снял, мне нравится, особенно хорошо для него. Мне кажется, то, что в квартире его тихо, так что ему удобно будет заниматься. Он, вероятно, уже писал тебе, что прошение его было принято, да и сейчас еще секретарь принимает прошение, и что хотя срок на подготовку к экзаменам сокращен, но требования, по-видимому, не особенно велики, так что он надеется, что успеет подготовиться. Вероятно, писал также, что обедать ходить в нормальную столовую». Через несколько дней Ольга Ильинична торопится ответить на полные беспокойства о Володе письма матери. Весна 1891 год была очень напряженная и для самой Ольги Ильиничны. Ей предстояло сдать экзамены по следующим предметам: аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, химия, высшая алгебра и введение в анализ. Последний экзамен по физике был назначен на 7 мая. Жизнь казалась удивительной, многообещающей. Впереди надежда на отдых, на счастливое свидание с родными. Ольга Ильинична пишет о матери в своем намерении пригласить в Волокаевку одну курсистку из Иркутска, которой негде провести летние каникулы. Благодарит за присылку, ей 30 рублей на дорогу. «Дорогая мамочка, ты, вероятно, считаешь, что я поеду по железной дороге, а я подумывала, не ехать ли на Рыбинск, так как, кажется, при этом выходит порядочно экономия денег». Она пишет, что Владимир Ильич после сдачи очередного экзамена пришел к ней. Мы ходили с ним гулять по набережной Невы, смотрели на ледоход. Погода здесь совершенная весна. Могла ли она думать, что это последняя весна в ее жизни? Что она в последний раз гуляет с любимым братом по улицам Петербурга? Могла ли она думать, что ей больше не суждено будет любоваться Невой, увидеть родную Волгу? В апреле Ольга Ильинична заболела брюшным тифом. Владимир Ильич отвез ее в Александровскую больницу, часто навещал, трогательно заботился. Домой в Самару он отправил телеграмму: «У Оли брюшной тиф, лежит в больнице, уход хороший, доктор надеется на благополучный исход». Но брюшной тиф осложнился рожей, и вскоре от Владимира Ильича пришла другая телеграмма: «Оле хуже, не лучше ли маме ехать завтра?» 8 мая 1891 года. На руках матери и брата Ольга Ильинична скончалась. По трагическому совпадению Ольга Ильинична скончалась ровно через 4 года после казни Александра Ильича. 10 мая Ольгу хоронили на Волковом кладбище. Был встречный, сырой петербургский день. Подруга Ульяновой, Невзорова, много лет спустя вспоминала: «Идти было трудно. Я осторожно вела подругу, мать Оли, Марию Александровну Ульянову. С другой стороны, ее поддерживал Владимир Ильич». Она шла молча, прямая, тонкая, хрупкая, слегка закинутой назад головой, и лишь изредка из-под полуопущенных глаз скатывались скупые слезинки. У меня сердце
разрывалась от жалости. Невыносимо было хоронить Олю, чудесную 19-летнюю девушку-умницу, только что развертывавшую свою блестящую способности милого товарища, так нелепо погибшего. Ольга Ильинична скончалась, не успев претворить в жизнь свои мечты о служении народу. Анна Ильинична, старшая сестра, уважала цельный характер Оли, понимала ее глубокие идейные искания и потому с полным основанием писала: из нее вышла бы, несомненно, выдающаяся и преданная революционерка. Думая о своем жизненном признании, Ольга Ульянова писала: «В душу человека вложено стремление к истине и к идеалу. Из этого я заключаю, что человек должен всегда верить в людей, и возможность лучшего на земле, несмотря на личные разочарования, потому что так уж он создан. А если не верить в людей, не любить их, тогда для чего же жить?» Поразительная по глубине и цельности натура, самоотверженная, преданная науке, мечтавшая о служении и подвиге во имя народа, Ольга Ильинична по праву разделяет честь и бессмертную славу семьи Ульяновых.